Привет всем! Сегодня мы готовим яблочный пирог с кремом суфле. И готовим его полностью без весов. Сегодня мы полагаемся только на глаза, руки и интуицию. Напишите в комментариях, а как вы обычно готовите? С весами, строго по рецепту или на глаз? Ну а мы начинаем. Готовим тесто. Нам нужно примерно 260 грамм муки. У нас есть вот такая измерительная чаша. Ну, это примерно вот столько, 260 грамм. Да, высыпаем сразу в миску. Теперь нам нужно 100 грамм сливочного масла. На глаз режем примерно вот так. Натираем на терке масло. А чтобы масло не таяло в руках, его сперва обваляем в муке. И начинаем потихоньку тереть на крупную терку. Теперь делаем крошку, перетираем муку с маслом до рассыпчатого состояния. Да, я вообще-то люблю готовить, но по настроению. У тебя как, Таша? Я честно скажу, что я в принципе не люблю стоять у плиты, поэтому предпочитаю ленивые рецепты. Отделяем 2 желтка, в белки откладываем, они пойдут на суфле. Смешиваем желтки с сахаром, по рецепту 40 грамм. Ну, мы вот 2 ложки кладем. Не будем мелочиться, все равно будет вкусно. Вливаем желтки в тесто и снова перетираем. Проверяем тесто. Сжимаем, лепится. Разжимаем, крошится. Честно, пока выглядит, будто мы знаем, что мы делаем. И это уже приятно. Ну, значит, все правильно. Берем форму, примерно 21 сантиметр, пересыпаем крошку и также оставляем немного для посыпки. Красиво разравниваем и делаем бортики. Крошка отлично держит форму, значит, все идет по плану. А мне кажется, у нас прям все отлично пока получается. Ну, если еще ничего не испортили, то уже все хорошо. Добавляем сметану. Здесь нам нужно 400 грамм. Какая прелесть. Тут ровно 400 грамм. Даже думать не надо. Вываливаем все. Дальше по рецепту у нас идет 35 грамм крахмала. Добавим 1 столовую, ну, может, 1,5 ложки крахмала. Теперь хорошенько перемешиваем, чтобы крем у нас никуда не убежал. А то будет у нас плачущий пирог. Взбиваем 2 белка. И постепенно добавляем сахар. По рецепту 150 грамм, но мы добавляем на глаз примерно 4-5 ложек. Столовых. Вот взбили до таких мягких пиков. Теперь соединяем все аккуратно, чтобы крем был воздушным. Вот так, сверху вниз. Берем 4 яблока. Чистим их от сердцевинки и нарезаем кубиками. Отправляем яблоки на сковородку и посыпаем сахаром примерно 2 столовые ложки. Тушим в собственном соку до мягкости, но чтобы держали форму. Накладываем яблоки в нашу основу. Заливаем кремом суфле. Смотрите, какое оно у нас пушистое. Уже так хорошо выглядит, что я бы, наверное, сразу уже все съела. Посыпаем оставшейся крошкой. И отправляем в духовку на 180 градусов примерно 50-55 минут. А пока пирог печется, вы напишите в комментариях, вы готовите на глаз или всегда все-таки по рецепту? И ставьте нам лайк, чтобы продвигалось наше видео. А также смотрите наши другие эксперименты в описании ниже. Пахнет просто невероятно. А крошка сверху стала золотистой. На вид, как будто мы все сделали идеально, хотя мы ничего не взвешивали. Пробуем. Крем нежный, яблоки мягкие, а корочка хрустящая. Честно, я ожидала, что результат будет хуже. А пирог получился просто идеальным. Вай. Похоже, его вообще невозможно испортить. Очень вкусно. Если хотите, чтобы мы продолжали эксперименты без весов, пишите нам в комментарии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и переходите смотреть другие наши эксперименты. Ссылку оставляем под видео. Пока-пока! Пока!